Привет, друзья! С вами Московский флейтовый центр и Илья Дворецкий. Сегодня будет необычный выпуск. Он не посвящен обзору каких-либо инструментов, брендов и их технических особенностей. Речь сегодня пойдет об игре на флейте. Вернее, о самых важных и тонких моментах, которые стоит освоить. Либо немного вернуться к истокам, если вы и так все умеете. Ну, ведь никогда же не повредит. На просторах интернета можно встретить огромное количество руководств к чему угодно. От рецептов бабушкиных печений до самостоятельной сборки летающей тарелки. Также и по флейте есть множество подчас интересных видео, но мне всегда не хватало в них конкретики. Любые важные правила объясняются в стиле «так положено» или «так играют великие». В сегодняшнем ролике я попробую изложить свое видение многих тонких настроек и процессов, на которые стоит обратить внимание. Оговорюсь, что мое видение складывалось исходя из накопленного эмпирического и практического опыта. Постоянных проб и ошибок, самокопания и медленного, но верного роста уверенности в правильности собственного подхода к игре на флейте. Также этим видео я попытаюсь побудить вас к обращению внутрь себя, к поиску, познанию скрытых от вас самих возможностей или к исправлению накопившихся проблем, решение которых лежит буквально на поверхности. Главное, под каким углом на эти проблемы посмотреть. Но давайте ближе к делу и начнем мы с самых базовых навыков любого флейтиста – постановки корпуса. То, как мы стоим, противодействуя силе притяжения, удерживая верный баланс, влияет на всю нашу игру впоследствии. К примеру, если ты стоишь, заваливаясь на пятки, то мышцы живота неизменно будут статически напряжены, что само собой не позволит взять свободно дыхание. И вот оно первое правило. Категорически нельзя стоять на пятках. А как же нужно стоять? Для начала нарисуем перед собой воображаемую линию, край сцены, представив за ней сидящих впереди слушателей. Наша цель – быть услышанными, так что звук должен распространяться в сторону публики максимально эффективно и по кратчайшей траектории. Для этого флейта должна располагаться примерно параллельно линии сцены, а стоим мы с большей опорой на носки ступней. В первую очередь левой ноги, которая вынесена немного вперед и направлена на 11 часов, тогда как правая отодвинута назад и смотрит на 2 часа. При этом ноги располагаются на ширине плеч, и если прочертить между ними линию, то эта линия будет находиться примерно на 45-50 градусов по отношению к линии сцены или флейты. Повторюсь, что ступни ног направлены примерно на 11 и 2 часа соответственно. И для активного включения в игру нам необходимо стоять с опорой на носки, слегка согнув ноги в коленях, как бы пружиня, готовясь к прыжку. Подобная так называемая активная позиция позволяет всегда оставаться в равновесии и способствует правильному взятию дыхания. Ну а теперь поговорим о наших руках. Возьмем флейту по расположению клапанов левой и правой руки, соответственно, прямо перед собой, с опущенными вниз руками и выпрямленными локтями. Далее медленно начинаем сгибать локти, не поднимая предплечья, так, чтобы большой палец левой руки остановился напротив вашего носа, примерно в 30 сантиметрах. Затем медленно от правого локтя толкаем правую часть флейты вперед, используя левую руку как неподвижную опору, тем самым заставляя левую половину флейты приближаться к вашей голове. Вам остается всего лишь немного повернуть голову в сторону левого локтя, чтобы флейта коснулась лабиумом, то есть губками ваших губ. При этом мы увидим, что локоть правой руки выдвинулся вперед и располагается на одной линии с животом. Нет необходимости сильно поднимать сами локти. Добейтесь максимально комфортного положения рук, поскольку длительная статическая нагрузка при неудобном положении впоследствии скажется не только на технике, но и на вашем здоровье. Это лишь базовое движение, которое дает общее представление о механике удержания инструмента и распределения собственного веса, а также позиции относительно слушателей. Давайте перейдем к более тонким настройкам, держа в уме те основные навыки, которые мы только что приобрели. Все вы знаете, что существует множество трудов и методик, где довольно подробно описывается процесс удержания и постановки флейты. Но, к сожалению, преподносимая информация зачастую настолько разная и противоречивая, что сложно склонить свой выбор в пользу того или иного источника. Особенно важно понимать, что физиология у людей всегда отличается, и буквальное применение одной из выбранных методик не гарантирует вам однозначного положительного результата впоследствии. Именно поэтому мои рекомендации максимально использовать знания геометрии вашего тела и самостоятельно находить необходимые для эффективной работы точки и углы соприкосновения, давления и подачи дыхания.
Первый основополагающий принцип удержания инструмента – это поиск идеального сочетания комфорта и эффективности от прикладываемых вами усилий. Начнем с самого простого и важного. Допустим, нам необходимо зафиксировать предмет, в нашем случае палку, в стабильном положении, чтобы она не вращалась и не выпадала. Первое, что приходит на ум – воспользоваться инстинктом, доставшимся нам в наследство от приматов. То есть схватить палку и сжать ее в кулаке. Но данный способ совсем не подходит для игры на флейте. Хватаясь за флейту, как за ветку, мы сильно ограничиваем свои руки в свободе и технике пальцев. Есть древний, но по сей день актуальный способ, основанный на простейших физических законах. Поместить эту палку в подобие распорки. Проще всего изобразить это буквально на пальцах, продев карандаш или палку между тремя пальцами. И мы тут же увидим, почему палка стоит неподвижно. У нее появились три точки опоры, из которых та, что посередине, направляет усилие в одну сторону, а остальные две, что вокруг, противоположно. Попробуем применить этот принцип уже на двух руках, ведь играть нам придется, используя две руки. Замечательно, поразительно, гениально. Попытаемся на этой самой палке сымитировать игру на флейте. В таком случае точками соприкосновения и давления у нас станут пространство под нижней губой, над косточкой указательного пальца левой руки и кончик большого пальца правой. Ровно так же, как и в первом случае, палка остается надежно зафиксированной, лишь с оговоркой, что если мы поменяем расположение большого пальца правой руки с положения, где можно приложить усилие, на положение ниже этой точки, результат будет очевиден. Палка тут же выпадет, потеряв одну из точек опоры. К чему я это все объясняю? Как вы, наверное, уже поняли, принцип удержания флейты построен ровно на тех же физических законах, что я практиковал в предыдущем примере. Почему же, спросите вы, нам так необходим именно этот пример? А секрет вот в чем. Чтобы нам достичь максимального комфорта и свободы в удержании флейты, чтобы наши пальцы не вцеплялись в инструмент, пытаясь всеми силами удержать его в равновесии, задача уподобится манере игры пианистов, когда пальцы находятся в достаточно расслабленном и при этом готовом к игре состоянии. Именно эти три точки под губой, над косточкой указательного пальца левой руки и большой палец правой руки помогают нам максимально изолировать друг от друга две функции наших рук. Функцию удержания и функцию игры или беглости пальцев. Но почему этот момент так важен и требует вдумчивого подхода? Все для того, чтобы удержание инструмента никогда впоследствии не мешало вашему творчеству, и бесконечные поиски равновесия не отнимали уйму времени. Лучше сразу расставить все точки над «и» и более никогда к данному вопросу не возвращаться. Итак, с точками опоры мы определились. Осталось понять, как правильно поставить руки и пальцы для комфортной игры. Начнем с левой руки. Сначала прикладываем левую руку в указанные ранее точки над косточкой указательного пальца к точке на корпусе флейты после клапана до, чтобы указательный палец, согнувшись, смог нажать на следующий клапан рычаг. Далее главная задача состоит в том, чтобы пальцы подушечками легли точно по центру соответствующих клапанов. Но, как правило, развернув кисть и поставив пальцы на клапаны, мы можем увидеть, что длины четвертого безымянного пальца немного не хватает, даже если его выпрямить. Играть прямыми пальцами неудобно, и это плохо сказывается на технике исполнения ввиду увеличенного рычага при нажатии. Что мы можем сделать, чтобы привести пальцы в нужную позицию? Всего лишь прогнуть кисть руки внутрь. Вот такое движение. Чтобы ладонь была повернута не вниз, а смотрела вдоль корпуса флейты. Тем самым мы приводим кисть в более компактное расположение. Пальцы стоят на своих местах, в уже готовом к игре скругленном состоянии. И им нужно преодолеть минимум расстояния, чтобы в нужный момент нажать на клапан. Если с точками под губой и на левой руке все более-менее понятно и просто, то большой палец правой руки несет очень важную функцию. Он дает направление вперед. И с помощью рычага через палец левой руки оказывает необходимое давление на точку под губой. При этом практически никак не влияя на технику игры оставшихся 9 пальцев. Как только мы сдвигаем большой палец вниз, пытаясь поддержать флейту, она тут же теряет опору и норовит буквально выпрыгнуть, поскольку баланс флейты так устроен, что массив держащих механику тяжелых стальных осей неизбежно будет перевешивать и прокручивать флейту, вопреки нашим усилиям. Также попробуйте отпустить все пальцы, растопырив их, чтобы флейта удерживалась только на 3 точках.
при этом не проворачиваясь вдоль своей оси. После этого положите пальцы сверху на клапаны, при этом не нажимая их. И сымитируйте игру, также не нажимая на клапаны, чтобы почувствовать, что пальцы работают совершенно независимо от точек опоры. Проверьте, нет ли зажатости в руках, медленно поднимая и опуская локти, чувствуя максимальную свободу и легкое давление лишь в 3 точках опоры. Рекомендую практиковать упражнения по удержанию инструмента, встав перед зеркалом. Если вы боитесь уронить флейту, попробуйте встать на матрас или на диван для начала. Когда будете уверены, что флейта не выскользнет, можно начинать практиковаться стоя на полу, также перед зеркалом. Зеркало, в свою очередь, может послужить той самой воображаемой линией сцены, относительно которой вы будете располагаться. Друзья, на этом первая часть нашего обучающего видео подошла к завершению. А ваши вопросы и предположения, какая следующая будет тема в нашем видео, пожалуйста, пишите в комментариях. Всем до новых встреч. С вами был Илья Дворецкий и Московский флейтовый центр. Пока.